Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали! Европейская норка, колонок, итатси, малайская ласка, салангой, горностай, длиннохвостая ласка, желтобрюхая ласка, обыкновенная ласка, степной хорек, американский или черноногий хорек, лесной хорек. Зачем я всех перечисляю? Да просто все это одно семейство куньих, о которых у нас есть ролики в одноименном плейлисте. И наш сегодняшний гость не исключение. Встречайте хорька, а точнее лесного хорька или обыкновенного хоря, он же темный хорь или черный хорь, обитатель нашего континента, имеет еще одомашненную форму – фуро или хорек-альбинос. Они свободно скрещиваются и дают разные цветовые вариации. Черный хорек широко распространен по всей Западной Европе, хотя территория его обитания постепенно сокращается. Довольно большая популяция хорьков проживает в Англии и почти на всей территории европейской части России, кроме Северной Карелии, Кавказа, Нижнего Поволжья. В последние десятилетия появилась информация о расселении черного хорька в лесах Финляндии и Карелии. Также черный хорек обитает в лесах северо-запада Африки. Кстати, в свое время черный хорек вместе с ласками был перевезен в Новую Зеландию для борьбы с мышами и крысами. Они очень хорошо прижились, и эти хищники чуть не угрохали всю коренную фауну Новой Зеландии, но обошлось. Но вернемся к нашим хорькам. В последние годы хорек стал достаточно часто встречающимся домашним любимцем. Интернет пестрит веселыми роликами, в главных ролях которых выступают забавные, шустрые, задорные и весьма задиристые, но очень милые симпатяги хорьки. У диких животных, конечно же, нрав отличается от тех, что живут с человеком. Но проворство и ловкости хорькам, живущим в естественных условиях, точно не занимать. Человек одомашнил этих смелых хищников уже довольно давно. Уже не одно столетие хорьки прекрасно уживаются в людских жилищах, становясь для многих обожаемыми питомцами. В доказательство этого можно привести в пример знаменитую картину Леонардо да Винчи, которая называется «Дама с горностаем». На самом деле у нее на руках изображен фуро, хорек-альбинос. Этого хорька вывели еще в древности, более 2000 лет назад на юге Европы. Раньше таких любимцев держали как кошек и охотились с ними на кроликов. Хорьки – энерджайзеры. Это не крупные хищники. Их тело, как и свойственно куньям, продолговатое и вытянутое. Конечности же, наоборот, по сравнению с длинным телом, выглядят коротенькими, но зато они крепкие, оснащенные острыми коготками, помогающими вскарабкаться на любое дерево и делать подземные ходы. Шубка у хорьков может быть как совсем белая, так и черная. На мордочке имеется что-то наподобие темной маски, как у Зорро. Маски нет только у фуро, домашних хорьков. Мужчинки обычно крупнее самочек. В среднем длина тела хорьков доходит у самцов до полуметра. Красивый длинный пушистый хвост – характерная черта всех хорьков. Но не обольщайтесь красотой. Около него находятся зловонные железы, выделяющие пахучий секрет, чтобы при случае устраивать врагам газовую атаку. Лесные хорьки переездов не любят и ведут оседлую жизнь, предпочитая не покидать свои облюбованные территории. Отжимать квартирки хорьки любят у барсуков и лис, ибо сами заниматься строительством не любят. Не барское это дело, да и вообще. Домом запросто может стать не только подземное логово, но и сток сена или трухлявое дерево. Как полагается истинному хищнику, хорьковое меню состоит из белковых блюд.
поедает хорек всевозможных грызунов, насекомых, рептилий и птиц. А охота на ящерок и даже ядовитых змей не составляет для зверька большого труда. Обожает птичьи яйца, потому что никогда не упустит возможность разорить гнездо с любимым лакомством. У каждого свои предпочтения. Например, африканский собрат, медоед, разоряет обычно улей с добрыми африканскими пчелами. Хорек, конечно, очень проворен и гибок. Он может стремительно преследовать свою добычу. Но чаще всего зверьки караулят свой обед у норы жертвы. А по весне хорьки часто забираются в заячье логово, добывая беззащитных детенышей. В общем, те еще лентяи. В тяжелые, голодные времена животные не брезгают падалью, поедают пищевые отходы, совершают разбойничьи набеги на курятники и крольчатники. Очень интересно то, что хорьки в холодное время года делают кладовки с запасами пищи, консервы, чтобы было чем прокормиться в период экономического кризиса. Охота у зверьков начинается в сумерках, но голод не тетка, поэтому и в светлое время суток они иногда выходят на свои маньяческие рейды. К еде растительного происхождения пищеварительный тракт хорька совсем не приспособлен, поэтому все нужные питательные вещества хорьки получают из желудков съеденных ими мелких животных. Кстати, как ни странно, замечено, что среди домашних хорьков более игривые и интеллектуально развиты самочки, а мужские особи намного спокойнее, но больше привязываются к хозяевам. Забавные игры хорьков, живущих в домах, веселят и раздражают, как минимум вашу кошку, ибо они могут бесконечно надоедать своими приставаниями и играми к другим домашним любимцам. В диких естественных условиях хорьки, конечно же, живут не так вольготно, как дома. Видимо, от такой тяжелой жизни характер у них совсем испортился. И в сельских поселениях хорьки прослыли настоящими разбойниками, потому что слишком часто воруют кур и кроликов. Хотя от любви хорьки ближе к годовалому возрасту. Брачный сезон у хорьков достаточно продолжителен и длится целых полгода, начиная с лета. Особых брачных игрищ у хорьков не наблюдается. Романтических ухаживаний за дамой сердца тоже не увидишь. Наоборот, во время спаривания происходит что-то похожее на драку с бурным выяснением отношений. Кавалер грубо удерживает невесту за загривок, а она пытается вырваться и издает писк. Таким образом, дамочка иногда даже лишается клок волос. Надругавшись над честью дамы, самец навсегда покидает будущую мамашу, совсем не принимая участия в жизни своих отпрысков. Беременность самочки имеет протяженность около 1,5 месяца. Интересно, что детенышей выводки может быть очень много, иногда до 20. Появляются на свет они незрячими и абсолютно беспомощными, весом около 10 граммов. Мама почует их молоком до 2 или 3 месяцев, хотя с месячного возраста они уже начинают приучаться к мясу. Как раз в этот период маленькие хорьки прозревают. По истечении грудного вскармливания мама начинает брать малышей с собой на охоту, прививая им все необходимые в жизни навыки. Когда молодняку исполняется 6 месяцев, они начинают свою самостоятельную интересную жизнь, полную убийств, продолжительность которой в диком мире составляет всего около 4 лет, а в неволе доходит до 7 и иногда и больше. Так как хорек мелковат, то и врагов в дикой природе у него предостаточно. Среди его недоброжелателей можно назвать лис, волков, диких кошачьих, крупных хищных пернатых и больших ядовитых змей. Совы и беркуты тоже обожают полакомиться хорьками. Ну и согласно печальной традиции, одним из опаснейших врагов хорька стал лысый обезьян. Численность популяции хорьков значительно различается в зависимости от разновидности. Черноногого американского хорька относят к вымирающим животным. В прошлом столетии численность его популяции резко сократилась из-за массового уничтожения людьми луговых собачек, которые служили источником постоянного пропитания для этого хищника. Популяции степных белых хорьков вымирание не грозит из-за своего ценного меха. Количество черных лесных хорьков было на грани полного исчезновения, но сейчас дела обстоят намного лучше.
Животные достаточно широко расселены по территории своего ареала. Охота на этого зверька теперь под строжайшим запретом, а сам хищник числится в Красной книге. А вы бы завели дома такую вечно бегающую батарейку на ножках? Пишите в комментах. Кстати, заодно прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. С вами был канал Животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!